Когда мать потеряла своего ребенка во время покупок в магазине, ее охватила паника. Она быстро нашла его, стоящего на коленях у входа. Но когда она увидела, что он делает, она заплакала. Мэгги уже бесчисленное количество раз водила Чарли в супермаркет. Поскольку он находился всего в 5 минутах езды от их дома, они часто заходили в магазин, когда хотели купить продукты или предметы для дома. Было очень удобно, что такой большой и полностью укомплектованный магазин находится в такой близости. Но, как и во время многих других визитов, Чарли тащился за мамой, волоча ноги и жалуясь на то, что ему приходится ходить по магазину пешком. Чарли казалось невообразимо скучным ходить по магазинам. Конечно, кому в 7 лет захочется бродить по магазинам, когда можно поиграть или повеселиться на улице? Было так много занятий поинтереснее. Чарли часто отставал, а затем бежал, чтобы догнать маму. Это был его способ сделать скучный процесс хотя бы немного веселее. Мэгги часто предупреждала его, чтобы он вел себя прилично, так как не хотела отчитывать его на людях. Чарли был независимым и упрямым маленьким мальчиком, и ему нравилось добиваться своего. Это, безусловно, было чертой характера, которую он унаследовал от своей матери. Тем не менее, в разгар работы магазина Чарли не мог позволить себе хулиганить, и Мэгги постаралась косвенно напомнить об этом своему сыну. Она любила его всем сердцем, но знала, каким он может быть вредным, когда ему становится скучно. Но в один из таких случаев, когда Мэгги обернулась, чтобы посмотреть, как там ее мальчик, она обнаружила, что Чарли там нет. Она огляделась по сторонам и заметила, что его нигде не было видно. Мэгги быстро вернулась назад и посмотрела в конец прохода, чтобы убедиться, что ее сына там нет. Теперь женщина начала понемногу впадать в панику. Где он может быть? Они совсем недавно проходили мимо отдела игрушек. Возможно, Чарли увлекся игрушками или играми, которые были там. Бросив свою тележку с продуктами, Мэгги бросилась к прилавку и прошлась по нему взад и вперед, ища хоть какие-то следы своего мальчика. Но их не было. Теперь она по-настоящему начала паниковать, и ее сердце готово было выскочить из груди. Это было не похоже на Чарли. Он всегда жаловался, что не хочет ходить с ней в магазин, но никогда не заходил слишком далеко, и это было самое страшное. Единственный раз, когда Чарли заблудился, был в магазине игрушек. Он искал определенную игрушку и в волнении убежал. В магазине было полно детей, того же возраста и роста, что и Чарли, поэтому, когда Мэгги не смогла его найти, она впала в панику. Все дети, казалось, выглядели одинаково, и она не могла найти своего мальчика. Чарли был найден только после того, как несколько сотрудников магазина вмешались и помогли Мэгги в поисках. Но это было в магазине игрушек, полном детей и ярких, увлекательных вещичек, которые Чарли так любил. Супермаркет не шел ни в какое сравнение с магазином игрушек. Там было очень мало детей, а за прилавком с игрушками не было абсолютно ничего, что могло бы заинтересовать Чарли. И это пугало Мэгги больше всего. Он был ее единственным сыном, и она очень сильно любила его. Она не знала, что будет делать, если он когда-нибудь пропадет. Подбежав к выходу из магазина, она стала искать сотрудников. Возможно, они могли бы разместить объявление на громкоговорителях магазина, попросив Чарли подойти к стойке регистрации или что-то в этом роде. Возможно, они могли бы посмотреть на свои камеры наблюдения, чтобы попытаться найти бедного пропавшего мальчика. Но внезапно Мэгги остановилась, как вкопанная. Заметив что-то в передней части магазина, стояла металлическая скамейка. Люди часто сидели там и отдыхали после покупок, прежде чем направиться на стоянку к своим автомобилям. В это время скамейка была пуста, но там перед ней стоял Чарли. Он стоял на коленях лицом к стене и делал неизвестно что. Мэгги почувствовала, как ее страх и беспокойство начинают таять и внезапно сменяются смесью гнева и облегчения.
Она, конечно, была рада, что нашла Чарли, но разозлилась из-за того, что он ушел от нее, даже не предупредив. Направляясь к скамейке, было ясно, что Чарли ждет выговор. Но когда Мэгги увидела, что он делает, она пришла в замешательство. Он держал свои маленькие ручки сложенными перед собой. Он также крепко зажмурил глаза и что-то бормотал одними губами. Мэгги никак не могла разобрать, что шепчет ее сын. Но она поняла, что он, должно быть, что-то говорил. Мама Чарли удивилась, что происходит. Но, подойдя ближе, она поняла, что он молится. Но почему? Возможно, он молился за кого-то, кого увидел в магазине. Возможно, он думал о чем-то, что произошло в тот день в школе. Возможно, Чарли действительно чего-то хотел и молился, чтобы получить это, пока они были в магазине. Правда заключалась в том, что Мэгги понятия не имела, что заставило ее сына молиться. Все, что она знала, это то, что она остановилась как вкопанная и с любопытством наблюдала за ним. Глаза Мэгги бегали по сторонам в поисках подсказок, почему Чарли молился. Но вокруг не было никого, кроме нескольких покупателей, которые, похоже, не нуждались в молитвах. Ничто не указывало на то, что заставило Чарли молиться, и она сомневалась, что он вообще сказал бы ей, если бы она спросила его. Но в этот момент глаза Мэгги поднялись вверх и расширились от удивления. Над скамейкой, где Чарли стоял на коленях, была большая доска объявлений. На этой доске было несколько плакатов формата А4 о пропавших детях, которые принадлежали семьям из этого района. Мэгги была шокирована тем, что пропало так много детей. Она никогда не обращала внимания на эту доску объявлений. Под многими изображениями был размещен слоган, в котором говорилось, что для поиска этих детей и воссоединения их с семьями важна каждая минута. Каждый прошедший день был еще одним днем без надежды и радости для этих бедных людей. Внезапно глаза Мэгги снова опустились на Чарли, и именно тогда она заметила, что мальчик молится Богу о благополучном возвращении этих детей. При этом осознании весь оставшийся гнев или разочарование Мэгги исчезли, и она разрыдалась. Она была так тронута этим моментом, что сфотографировала своего сына с полными слез глазами и разместила снимок в интернете, где он быстро собрал почти 100 тысяч репостов и еще больше лайков от людей с самыми разными религиозными убеждениями или вообще без них. Простой и добрый поступок Чарли по-настоящему тронул сердца людей. Но именно слова одного из комментаторов по-настоящему подытожили этот особенный момент. Верите вы в Бога или нет, на самом деле не имеет значения. Это был ребенок из магазина, который думал о других и делал единственное, что мог, чтобы помочь. Мир стал бы лучше, если бы все последовали его примеру. Дорогие зрители, как бы вы отреагировали, если бы увидели, что ваш ребенок молится перед витриной магазина? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.